Привет, друзья! Рад снова видеть вас. Сегодня мы вновь вместе отправимся в Сидону. Но прежде чем сказать хоть слово, мне хотелось дать этому месту возможность заговорить самому. Услышать ветер, почувствовать, как медленно качаются ветви деревьев, посмотреть вдаль. Иногда именно тишина рассказывает о месте больше, чем любые слова. Сегодня наш путь лежит на Bear Mountain. Это один из самых красивых и одновременно довольно непростых маршрутов в окрестностях Сидоны. По расстоянию он не кажется слишком длинным, но практически весь путь проходит вверх, по камням, уступам и неровной поверхности, где каждый следующий участок заставляет немного больше работать ногами. Для меня этот подъем оказался еще тяжелее. За спиной была не только вода и все необходимое для похода. Я нес камеру, объективы, штатив и остальное оборудование. Каждый дополнительный килограмм очень быстро начинает ощущаться. Но именно благодаря этому сегодня я могу показать вам все то, что увидел сам. Наверное, именно поэтому я так люблю путешествовать с камерой. Она заставляет смотреть совсем иначе. Ты перестаешь просто идти к вершине. Начинаешь замечать свет, замечать ветер, форму деревьев, текстуру камня. То, как меняются цвета буквально через несколько десятков метров. Иногда кажется, что убрал камеру окончательно. Проходишь совсем немного и снова останавливаешься, потому что впереди открывается еще один кадр, потом еще один и еще. Чем выше мы поднимаемся, тем сильнее меняется сама гора. Знакомые красные скалы Сидоны постепенно начинают уступать место светлым, почти золотистым участкам породы. Кажется, будто внутри одной горы скрывается сразу несколько совершенно разных пейзажей. Сухие искривленные деревья цепляются за камни так, словно прожили здесь всю свою жизнь. Между ними растут кактусы, привыкшие к жаре, ветру и почти полному отсутствию воды. И все это выглядит настолько естественно, что сложно представить этот склон каким-то другим. Есть одна особенность, которую я замечаю почти в каждой поездке сюда. Сидона никогда не выглядит одинаково. Можно приехать на одно и то же место несколько раз, но солнце будет находиться чуть выше или ниже, ветер станет сильнее, облака изменят рисунок света, и гора снова станет другой. Наверное, именно поэтому хочется сюда возвращаться. Не за повторением, а за новым ощущением. По мере подъема пространство вокруг начинает раскрываться все шире. Сначала между деревьями появляются небольшие просветы, потом становятся видны соседние скалы,
Еще немного выше открываются целые долины. И в какой-то момент начинаешь понимать, насколько маленьким становится человек среди всего этого пространства. Иногда меня спрашивают, почему я так часто снимаю природу. Наверное, потому что здесь ничего не нужно придумывать. Не нужно строить кадр, не нужно просить кого-то повернуться или сделать еще один дубль. Нужно просто остановиться, подождать и позволить природе сделать все самой. Подъем постепенно остается позади. Кажется, что вершина уже совсем рядом. Но Bear Mountain еще несколько раз напоминает, что расслабляться рано. Каждый новый уступ кажется последним, но за ним появляется следующий. И, наверное, именно это делает момент выхода наверх таким особенным. Ты действительно чувствуешь, что оказался здесь не случайно. Ты заслужил этот вид. Когда смотришь отсюда вдаль, взгляд цепляется за десятки горных хребтов. Одни кажутся совсем близкими, другие растворяются в голубой дымке на горизонте. И где-то далеко можно различить одинокую вершину одного из вулканов, расположенных в районе Флагстава. Даже с такого расстояния он хорошо выделяется на фоне окружающего пейзажа. Это еще одно напоминание о том, насколько удивительной может быть природа Аризоны. Наверное, именно такие моменты остаются в памяти. Не потому, что удалось подняться на вершину, и не потому, что получилось снять красивые кадры, а потому, что на несколько минут исчезает ощущение спешки. Ты перестаешь думать о времени, о работе, о делах. Остается только ветер, камень, небо и ощущение пространства вокруг. Спасибо, что прошли этот путь вместе со мной. До встречи в следующем путешествии. Пока-пока.